I'm Patrick Lancaster, and right now we're in the Kursk region of Russia, where Ukraine forces have come across the border and invaded or incurred onto Russian soil. Regardless what your thoughts are in the Ukraine war zone, on the disputed zone, this is a different story. Here, this is Russian soil, not a disputed area. Regardless of what Kiev's intentions are, the fact is, a lot of civilians are dying, a lot of civilians are reportedly getting targeted, and territory is being taken by Ukraine. We just came from doing a report documenting a Russian Special Forces assault team taking back some of the territory of the Kursk region, and now we're here in a frontline medical center, makeshift hospital, whatever you want to call it. This is where soldiers and civilians come to be treated after injuries or sickness. And we're going to have a talk to the main leader here, doctor, however you want to call it. We're going to find out a little bit more information on the place. Можно представиться себя? Хирург, начмет батальона. Где мы находимся сейчас? Мы находимся в пункте стабилизации бойцов моего подразделения. Ко мне привозят раненых разной степени тяжести, где я, во-первых, их сортирую в зависимости от степени тяжести ранения. Принимаем решение о дальнейшей эвакуации, то есть помощь дооказывается, если это необходимо, перевязка, если это необходимо, минимальное оперативное вмешательство, стабилизация в первую очередь, то есть большие кровопотери, бойцам необходима инфузия различных препаратов, кровезамещение и дальнейшая уже эвакуация на госпиталя, на сортировочные пункты. Интенсивно работаете? Работа пошла интенсивная. После того, как нас сюда перебросили, отдыхать приходится немного. Сколько спите в сутки? По-разному. Сейчас вот это было. Часа полтора было, подремали. Только военных привозят или гражданских тоже? Раненых привозят, естественно, только военных, а с гражданским населением контактируем. Это бабушки, дедушки, давление, спины. То есть тоже лечим, помогаем, консультируем, оказываем помощь. То есть вы еще как районная больница, да, для местных работаете? Совершенно верно. Я на гражданке врач, поэтому здесь все свои знания пытаюсь применить. Патрик? Несколько часов назад мы был слышен на радио об эвакуации. Это был this? Да. Ага. И как это произошло? Как это было? Эвакуация. Нам позвонили, у нас есть несколько машин. На самом передке потребовалась эвакуация порядка 10-12 бойцов. Мой фельдшер вместе с водителем отправились на линию боевого соприкосновения. Прямо, грубо говоря, под звук выстрелов прилетают, туда загружают всех бойцов различной степени тяжести, привозят сюда, вот целый коридор бойцов был, где мы с коллегами уже дооказывали помощь, стабилизировали их, капали, перевязывали, перематывали. И вот сейчас как раз этот коллега увез всех этих бойцов в большой госпиталь. Вы сказали, у вас есть фельдшер с необычной судьбой, он без ног, вот его, к сожалению, здесь нет. Можете про него рассказать? Не без ног, а без ноги, слава богу. Одна у него еще сохранил, не потерял. Боевой фельдшер, мы с ним уже второй год работаем. Потерял он в боях тоже на СВО ногу, подорвался на мине, оказывая помощь раненым. К сожалению, не разминирована территория была. Вот. Без подготовки они пошли с коллегами тоже. И наступил на мину, потерял конечность чуть выше колена. Вот. Прошел курс реабилитации, поставили прекрасный протез. Вот. Сейчас работает,
с активной жизненной позицией, не унывает, помогает раненым. То есть для него это стало, так сказать, смыслом жизни. Вот. Он ведет счет спасенным жизням какой-нибудь? Если честно, я не узнавал. Это сложно делать, когда такой большой поток, интенсивная работа. Поначалу карьеры и на гражданке я пытался вести там счет операциям, еще чему-то, но наступает момент, когда это уже перестает для тебя, эта цифра играть какую-то роль. Вот. А каждая жизнь становится как в первый раз, вот, спасаешь, помогаешь. Что чувствуете, когда к вам приезжает тяжелый боец, и вы понимаете, что вот сейчас от ваших решений зависит его жизнь? Что я чувствую? Это работа. То есть я в первую очередь профессионал своего дела, эмоции на потом. Выдохнуть, попереживать, поплакать, там все что угодно, это потом. Приезжает боец, у нас четко работа, нужно сделать то и то, последовательность, алгоритмы, механизм, все это отработано, поэтому думать некогда. Бывало, когда слезы текли? Естественно. За это время мы становимся всей семьей, и каждая потеря приносит большие душевные переживания и оставляет глубокие раны. Когда с человеком часа 2 назад разговаривал, пил чай, а сейчас понимаешь, что человека нет. Это уже личное. Собственно, перевязочный стол, где необходимый инвентарь хранится для быстрых перевязок. Далее растворы для инфузии. То есть, если необходимо, то мы ставим капельницы, восполняем кровопотерю различными препаратами. Потом, не очень приглядно, но так как мы очень много переезжаем, по первости мы раскладывали все красиво, по полочкам, по шкафчикам, но когда команда приходит, через полчаса вам надо уезжать, и ты понимаешь, что тебе это все нужно собрать быстро. В общем, теперь у нас все вот так вот хранится, но мы знаем, что где для быстрого доступа. Вот, соответственно, перевязка экстренная, вот, все вот эти ППИшки. Но и помимо экстренной, как я говорил, там гражданские обращаются, бойцы не только раненые, они иногда еще и болеют, поэтому различные препараты от живота, от головы, от простуды, все. Вот это наш багаж, с которым мы двигаемся постоянно, независимо от задач. То есть у пацанов автоматы, гранатометы и так далее, а у нас вот медицина, которая к нам привязана. All right, so we've shown you what we can here in this medical center. We've got a lot more stories to come here in the frontline region of Kursk, Russia. No one else is here showing you these independent English reports. We're bringing it to you. We're here risking our lives on the line for you. Please like, share, and subscribe. We're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. We're out.